Привет, с вами Алена. Сегодня у нас вот такой вот интересный случай. Посмотрите, какая классная, прям такая жирненькая, аппетитная наросшая кутикула. Мне просто не терпелось с ней поработать, но, к сожалению, сегодня буду работать только с одним пальчиком. Сейчас объясню почему. Потому что здесь есть очень-очень сильная аллергия, ногти прям проблемные, они тонкие, им нужно укрепление, но вот есть жалоба на постоянную реакцию на гель-лак, там, на анихолизис впоследствии и прочее. Поэтому будем работать очень осторожно и по чуть-чуть. И начнем мы с того, что отодвигаем вот эту самую жирненькую кутикулу. Как видите, отодвинув кутикулу, ногтевое ложе увеличился аж на пару миллиметров. И теперь наша задача сделать очень щадящий маникюр, прям вот максимально, поэтому я решила воспользоваться стилусом. Это такая имитация апельсиновой палочки, но она сделана из металла, и на нее наклеивается вот такой вот одноразовый абразив. Забавно то, что на самом деле маникюр этот очень щадящий, то есть самое лайтовое вообще, что только можно предложить, но из-за того, что нужно тереть, и на видео пальчик ерзает туда-сюда, выглядит, конечно, по жести. Но на самом деле это очень-очень лайт-версия, то есть тут практически никакого взаимодействия с ногтем не происходит. А то, что я сделала, я его слегка расцарапала, это нужно для сцепки. Я чуть-чуть подняла кутикулу, зачистила птеригии в небольшом количестве и решила скомбинировать здесь обрезной маникюр и маникюр стилус, потому что я не стала истирать кутикулу и убирать ее до конца. Как видите, маникюр сделан, недобросовестно, многие так скажут, то, что фу-фу, убрала не до конца, сделала не чисто. Здесь нельзя сделать так, как мы привыкли, потому что любое микротравмирование, которое может произойти на этом ногте и с этой кожей, в дальнейшем может просто выйти нам боком. Потому что мы сейчас будем ставить тест, будем делать пудровую систему. Я уже такую показывала, у меня здесь торговая марка Нилак будет, есть еще в других тоже марках, но у меня вот это была ближе всего, я поэтому ее взяла на тест. Но пока из того, что я видела, там состав примерно у них одинаковый, это клеевая пудровая система. Вот, как видите, я очень грубо, условно говоря, срезала кутикулу, просто чтобы она не торчала прям по самому минимуму, и выглядит это прям таки не очень. Но, еще раз говорю, у меня задача здесь не в коже, у меня задача здесь ее ни в коем случае нигде лишнего не травмировать и не поцарапать. И, значит, будем сейчас приступать. Прям попробуем один ноготь и посмотрим несколько дней, не будет ли у него там что-то чесаться, не дай бог, волдыриться и так далее. В общем, наносим подготовительные средства, у них там свой бондар, и потом вот этот вот базовый не гель, а базовый не лак, так называемый. И там такая система, что нужно просто макать пальчики в определенные баночки, да, то есть там вот базовый слой такой прозрачный, 2 раза нужно макнуть, потом в цветной нужно будет макнуть, и дальше финишное покрытие. Вот. Сразу хочу сказать, что условно она гипоаллергенная, эта система, но опять-таки пока не попробуешь, не узнаешь, поэтому я всем, кто вот аллергичный, предлагаю, пока смотрим, пока все нормально, ни у кого не было реакции, но опять-таки раз на раз не приходится, будем наблюдать. Вот такой красивый у нас тут цвет, такой немножечко он молочный, полупрозрачный. Сохнет, кстати, быстро, вообще классная тема. Но вот эта прозрачная жидкость, которую я наношу, она пахнет как суперклей. Честно говоря, мне кажется, надо прямо работать в плотной маске и еще и в очках плюс ко всему. Но я сама это носила, держится действительно хорошо, и ногти получаются тонкие и очень прочные. Прям прикольная штука. 2 недели гонять, вообще будет все круто. Но я не аллергик, я просто протестировала на себе именно в носке, как будет. Я, как говорится, совсем другая история. Тут у нас получился вот такой ноготочек, мы его опилили, вытряхнули лишнюю пыльку, нанесли специальный препарат, который помогает затвердеванию. Все это сохнет на воздухе, тут никакой лампы, ничего нету. И просто наносим 2 слоя топа. Высыхает прям буквально за 1,5-2 минутки. Очень быстро и очень просто, то есть, мне кажется, каждый справится. И вот так выглядит наш ноготь, мы по нему даже постучали специальным металлическим предметом. И все, что нам остается, это нанести масло. Вот конкретно это мы прям тестировали на самых злостных аллергиков. Оно не вызывает аллергии. Это очень классный, поэтому я вообще не стесняюсь, его всегда использую, вам показываю, потому что действительно работает на ура. Вот посмотрите, какая разница между 2 пальчиками.
В общем, будем смотреть, будем наблюдать и ждать результатов. А я просто мечтаю поработать с этой супер кутикулой.